Когда одна женщина отправилась в отпуск в Кентербери и другие регионы Испании, она думала, что проведет там тихое и расслабляющее время. К сожалению, она столкнулась с трудностями при переправе через реку и чуть не утонула. Она позвала на помощь, и именно тогда появился могучий дикий медведь и сделал нечто шокирующее и неожиданное. Дикие животные и люди сосуществовали миллионы лет. Люди начали расселяться по всему миру, строить, процветать и расти, а дикие животные смирились с потерей своей естественной среды обитания. Если бы пути человека пересеклись с диким животным, это могло бы закончиться катастрофой, но большую часть времени каждый из них держался на расстоянии и умудрялся жить бок о бок в относительном мире. Несмотря на то, что некоторые виды животных по-прежнему невероятно опасны для человека, мы сделали все возможное, чтобы защитить и сберечь их. На самом деле, было много случаев, когда бедные животные, оказавшиеся в беде, были вынуждены обращаться к людям, чтобы попросить о помощи, и чаще всего люди приходили им на помощь. Но что, если ботинок был на другой ноге, и люди были теми, кто просил животных о помощи? Отплатят ли они нам за доброту, или сработают их дикие инстинкты, и они не только не помогут нам, но и сделают только хуже? Что ж, это именно та проблема, с которой столкнулась женщина по имени Мария Кармен во время отпуска в Кантабрии, Испания. Она всегда хотела побывать в этом прекрасном районе и мечтала разбить лагерь в пышных зеленых лесах, прогуляться по прекрасным золотым пляжам и искупаться в прозрачных голубых реках, ручьях и морях. Она также надеялась изучать дикую природу, так как ей нравилось находиться рядом с животными. Видите ли, она была энтузиасткой дикой природы, и когда Мария не работала, ей нравилось проводить время, работая волонтером в местном приюте для животных. У Марии была возможность поработать со всеми, от кошек и собак до таких крупных животных, как львы и тигры. Помогать нуждающимся животным давало ей чувство гордости, это, безусловно, было ее страстью. Мария забралась поглубже в лес, разбила свой лагерь и перекусила у разведенного ею костра. Сытая и довольная, она решила отправиться на прогулку и исследовать лесистую местность. Это уже было прекраснее, чем она когда-либо могла себе представить. Во время своих путешествий она надеялась, что наткнется на какую-нибудь серну, животное, обитающее в этих краях, которого она никогда раньше не видела в реальной жизни. Однако Мария и не подозревала, что опасность не за горами и что поездка по наблюдению за дикой природой, о которой она мечтала, скоро превратится в кошмар. Пока Мария шла, она добралась до реки, протекавшей посреди леса. Она была довольно большой и выглядела довольно глубокой, но, к счастью, там были камни, которые можно было использовать как ступеньки, чтобы перебраться на другую сторону. Теперь, в то время как в юности Мария могла бы с легкостью преодолеть этот переход, теперь ее возраст догонял ее, и прыгать между камнями было бы не так просто. Не то чтобы она была старой, просто она была не так молода, как чувствовала себя мысленно. Однако она отправилась в путь, уверенная, что у нее все получится. Она сделала один прыжок с берега и добралась до первого камня, затем до другого, снова добравшись до следующего камня. Но именно во время ее третьего прыжка что-то пошло не так. Когда ее нога приземлилась, она поскользнулась на каком-то влажном мху, который был на камне. Ее нога подвернулась, и она соскользнула со скалы, упав в воду внизу. Несмотря на то, что день был теплым и солнечным, вода, стекавшая с холмов и гор, была на удивление холодной. Было так холодно, что у Марии перехватило дыхание, когда она вынырнула на поверхность, отчего ее тело напряглось и она не могла пошевелиться в течение нескольких долгих и страшных мгновений. Вода наполнила ее легкие, она закашлялась и, отплевываясь, в панике вынырнула обратно на поверхность.
Она потянулась к камню, с которого только что упала, надеясь выбраться и вернуться в безопасное место, но вода текла на удивление быстро, и она унесла ее вниз по реке, а она и не заметила. Мария изо всех сил старалась держать голову над водой, так как от холода у нее начинали сводить руки и ноги. Она немного размахивала руками и звала на помощь всякий раз, когда ей удавалось отдышаться, но в лесу больше не было никого, кто мог бы услышать ее мольбы. Мария ускорилась, плывя вдоль реки, подводные камни рвали ее одежду и резали кожу, но ледяная вода не причиняла ей слишком сильной боли. Она подумала, что, возможно, ей удастся подплыть к берегу и подобраться достаточно близко, чтобы встать, но ее руки и ноги не слушались и почти не двигались. Мария увидела, как ее жизнь промелькнула у нее перед глазами, а вода продолжала плескаться у нее над головой. Она верила, что умрет там и что ее тело в конце концов унесет в море, когда река впадет в океан. Но затем произошло нечто такое, чего она никогда бы не ожидала, нечто такое, что заставило бы вас разинуть рот от шока. Когда Мария замахала руками и попыталась удержать голову над водой, она увидела, как деревья на берегах реки начали шелестеть и двигаться. Внезапно на берегу реки появился гигантский медведь и посмотрел на борющегося человека. Это только еще больше повергло Марию в панику. Жестокость и злобность медведей были печально известны, и, несмотря на то, что она любила и уважала это крупное животное, она не хотела встречаться лицом к лицу с ним в дикой природе, особенно когда она уже была в такой опасной для жизни ситуации. В испанском регионе Кантабрия обитало около 300 медведей-гризли. Это могущественные хищники, которые находятся на вершине пищевой цепочки, и как таковые, им нечего бояться. У них гигантские зубы, а когти могут быстро расправиться со всем, на что они охотятся. Но, несмотря на это, они в основном питаются орехами, ягодами, фруктами, листьями и кореньями. Когда они были в хорошем настроении, медведи-гризли были на удивление нежны, но когда они были в плохом настроении, они были смертельно опасны. Если бы у Марии были силы, она бы накричала на медведя, чтобы попытаться напугать его и заставить убежать обратно в лес. Однажды ей уже приходилось сталкиваться с медведем-гризли, и она помнила, как была потрясена его огромными размерами. Ему пришлось дать успокоительное, чтобы приют для животных обработал его порез и инфицированную лапу. Пока он лежал без сознания, Мария положила руку на бедное животное и поразилась тому, какой маленькой и незначительной она была по сравнению с медведем. Это были действительно огромные и великолепные хищники, с которыми шутки плохи. Но медведь услышал отчаянные крики Марии и пришел разобраться. Он долго стоял, просто наблюдая, прежде чем войти в воду и быстро поплыть к тонущей женщине. У Марии не было сил ни уплыть, ни сопротивляться, поскольку она глотала все больше и больше воды, то приходя в сознание, то теряя его. Она почувствовала, как медведь оказался рядом с ней, схватил ее за тело и потянул к себе. Она вцепилась в его длинный мокрый мех, надеясь подтянуться, но была слишком слаба. Затем Мария полностью потеряла сознание. Проснувшись, она обнаружила, что лежит на берегу реки. Она промокла до нитки и совершенно замерзла, но солнце согревало ее лицо. Мария сильно закашлялась, и вышло много воды. Именно тогда она заметила медведя, находившегося всего в нескольких метрах от нее. Оно сидело, с любопытством глядя на нее, словно проверяя, все ли с человеком в порядке. Сначала Марию снова охватил страх, но она внезапно поняла, что медведь был здесь не для того, чтобы причинить ей вред. На самом деле, это спасло ей жизнь. Медведь-гризли вытащил ее из воды, положил на берег и остался рядом, чтобы убедиться, что она дышит и что с ней все будет в порядке.
Мария стояла медленно, а затем уверенно, все это время наблюдая за медведем. Мария не знала, верит ли она в карму, но если верит, то такой поступок дикого медведя был расплатой за всех животных, которым она помогала, спасала и не раз спасала на протяжении многих лет. Но, словно по команде, медведь встал и отвернулся, неуклюже побрел обратно в лес и прочь. Это спасло ей жизнь, и это была близкая, уникальная и изменившая жизнь встреча, которую Мария никогда не забудет.